В этом году количество снега просто зашкаливало. Посмотрите, сколько было его в январе, середине января, и как все уже выглядело в феврале. Снег шел почти каждый день. И даже потому, как проезжала машина, это было заметно. В январе еще можно было ехать спокойно, а в феврале приходилось уже пробираться с большим трудом даже подготовленному автомобилю. Как же красиво. И вот это вот закат. Камера, конечно, не передает, но там виден лучик солнца. Вау. Но эта красота очень коварна. И 21 февраля, когда я приехал на дачу, я узнал, что у меня в бытовке пробило крышу. Виноват, наверное, я сам, потому что в рекордные снегопады я ее просто не почистил. Там образовался слой сантиметров 50, и сейчас все рухнуло внутрь. Пока что снега внутри еще нет, видны только сосульки. Срочно ее нужно чистить, и дальше уже капитально думать, что с этим делать, как ремонтировать. Печально, конечно, очень печально. В тот вечер делать уже ничего не стали, а вот приехать и оценить ситуацию смогли только через сутки. Мое стекло тоже все засыпало снегом. Закончилась масленичная неделя и начинается весна. Сейчас 0 градусов. До этого всю неделю было минус 10. Снег прям мел. Позавчера я узнал, что в бытовке прохудилась крыша, и я уже приехал. Солнце нагревает крышу, снег превращается в воду, и вода попадает внутрь. Намокает утеплитель, намокает крыша. На крыше вода. Капец, конечно. Хорошо, что пока что догадались постелить коврик. Сейчас план такой. Поскольку там балки находятся вот под таким углом, я возьму просто их выпрямлю, поставлю туда подпорку и до лета пока что оставлю это в покое. Надеюсь, что с помощью такой системы крыша выпрямится и вода не будет попадать внутрь. А всю фанеру, которая находится под крышей, утеплитель, пленки. Кстати, пленки с пароизоляцией там нету, косяк строителей. Я вытащу оттуда, потому что это все мокрое, конечно же, это не высохнет. Часть досок уже с лета, поскольку я закрыл дверь, уже погнила. Их нужно будет убирать и восстанавливать. Такие дела. Лаги, на которых держалась крыша, сломались. Сломалось 5 или 6 штук. Снега оказалось очень много. И у нас были разные идеи, как это можно починить. Во-первых, можно попробовать крышу поднять подпоркой, и лаги, которые сломались, с помощью деревяшки или же железного крепления аккуратно поставить на место и саморезами прям туда винтить. Шанс, что это поможет, есть, но это нужно будет делать с каждой лагой. Они треснули очень сильно. Я не понимаю, сломаются они или нет. Вариант второй, который есть, это сделать подпорку под крышу. Но крыша идет под наклоном, палки оттуда выскакивают, да и палок нет у нас, вот снега по пояс. Я не знаю, где их сейчас откапывать. Это, возможно, наиболее трудозатратное действие будет. Третий вариант – оставить все как есть. Я вот сейчас хочу его проверить. То есть я поставил лестницу, возьму ведро с водой, налью на крышу, посмотрю, с каких мест течет, чтобы, например, можно туда было поставить 40-литровую бочку или сделать какой-нибудь желоб, чтобы вода выходила. После этого уже на следующих выходных купить недостающие лаги, их положить на крышу, полностью перекрыв крышу, благо строение здесь несложное.
Сейчас на улице идет дождь. Оказалось, что доски нужного размера не входят в Nissan. И для того, чтобы просто довести доски, нужно откапывать буханку. Но здесь метр снега. Для того, чтобы все не откапывать, попробую сделать направляющие, чтобы по ним аккуратно выехать. Но в прошлый раз такой эксперимент закончился тем, что буханка упала на забор. Надеюсь, что сейчас этого не произойдет, и я смогу до 4 часов привезти сюда доски. Ну что, пробуем открывать. Есть. Пути-пути, девочка моя. Включаем приборы. Но все пошло максимально не по плану. Снег был мокрый, и под весом буханки просто проваливался. К тому же машина буквально прилипала к нему, и мы ничего не могли с этим поделать. В итоге весь день мы только и занимались тем, что пытались вытащить буханку, раскопать эти горы снега, освободить наконец-то машину из этого снежного плена. У буханки радиус поворота 6 метров, а сцепление с поверхностью было почти нулевое, поэтому управлять ей было очень сложно. Твоей работы. Я поел, голова более-менее светлая. Как слышно, с крыш капает вода, весь снег абсолютно мокрый. Буханка, к сожалению, ехать не хочет. Почему? Потому что, первое, летние шины, во-вторых, мокрый снег, она мгновенно к нему липнет, и из-за своей тяжести она прям просаживается в этот снег и начинает буксовать. Опять же, играют летние шины. Конечно, в этот момент я испытал то самое чувство, когда после неимоверных, тяжеленных дневных усилий все получилось. Даже до заправки доехали. Ха! Доехали до дома. Дорога есть. Машина по укатанному снегу едет отлично. То есть проблема была именно в рыхлом и огромном количестве мокрого снега, который здесь был. Сейчас нужно понять, какие доски нужны. И затем уже завтра поеду их покупать и буду перекрывать крышу. План такой. Чтобы все успеть работать, мы начали с 5 утра, когда еще совсем было темно. Наоборот, побольше ловит. Строители, конечно, накосячили очень серьезно. Вместо того, чтобы уложить пароизоляцию, утеплитель и ветрозащиту по технологии, они просто положили на крышу голый утеплитель без каких-либо защитных слоев и еще насквозь пробили его гвоздями. И все-таки как хорошо, что есть буханка. Она очень выручает своей проходимостью, плюс может перевозить большие тяжелые грузы. А для дачи это, конечно, просто незаменимо.
Свежее дерево всегда пахнет по-особенному. Обожаю этот запах. В самом конце у нас всплыла еще одна проблема. Готовые отверстия в листах не совпадали с нашей обрешеткой. Получается, я уложил обрешетку не так, как это изначально сделали строители, и из-за этого потерял очень много времени, пытаясь попасть в дырки. Несмотря на то, что работали мы быстро, а сама технология была довольно простой, ставь уголки балки да собирай крышу, все равно провозились до самой ночи. И только очень поздно смогли наконец закончить крышу. Спасибо огромное, кто посмотрел это видео. Те выходные, конечно, были трэшовыми. Устал очень сильно. Ну да фиг с ним. За это время у меня успела родиться дочка, буквально 7 дней назад. Поэтому сейчас я весь в заботах. Очень надеюсь, что скоро смогу выпустить следующее видео. Все. Пока-пока. Всех обнимаю. А еще, кстати, самое главное. На улице-то идет весна. В городе уже снег практически сошел. За городом еще не очень. И много где он остается. Но, наверное, если будет еще недельки 3 такой погоды, то снега точно не будет. И можно будет отправиться кататься в лес на буханке.